Привет! В сегодняшнем видео мы отправляемся за покупками, или, как говорят французы, faire les courses. Это будет практически пошаговая инструкция и французские фразы, которые вам точно пригодятся, если однажды во Франции вам нужно будет купить продукты. Мы не будем говорить о супермаркете, где все автоматизировано и общение минимально. Но, как вы знаете, супермаркет можно найти не всегда, особенно в маленьких городах и сельской местности. К тому же, сами французы часто считают более вкусными и полезными местные продукты, которые продаются в специализированных магазинах и лавках. Так, например, за хлебом французы ходят в любимую булочную – la boulangerie. Если она называется еще и pâtisserie, это значит, что там можно купить и различные пирожные. Кстати, иногда в названии указано не слово «булочная», а название профессии – булочник, кондитер. На вывеске можно увидеть artisan, boulanger, pâtissier. Соответственно, французы могут сказать «я иду в булочную», «je vais à la boulangerie» или «я иду к булочнику», «je vais chez le boulanger». То же самое можно сказать и в отношении других специализированных продуктовых магазинов. Например, можно сказать «я иду в мясную лавку», «je vais à la boucherie», в сырную лавку, «à la fromagerie», в рыбную лавку, à la poissonnerie или à l'épicerie, это бакалея, где можно купить растительное масло, уксус, консервы. В то же время можно сказать je vais chez le boucher, je vais chez le fromager, je vais chez le poissonnier, je vais chez l'épicier. Если вы хотите поподробнее узнать об использовании предлогов в таких конструкциях, у меня на эту тему есть отдельное видео. Ссылка будет вверху. Итак, мы в магазине. Что нужно сделать прежде всего? Поздороваться. Французы относятся к этому очень серьезно. Попросить что-то, не поздоровавшись, может быть воспринято как грубость. Поэтому скажем bonjour или bonsoir, если уже 6 часов вечера. Такого простого приветствия вполне достаточно. Поздоровавшись, работник магазина может у вас спросить vous désirez? Дословно, что пожелаете? Что можно ответить на эту фразу? Проще всего, особенно если вы только начинаете изучать язык, назвать то, что вы хотите купить, обязательно добавив s'il vous plaît, пожалуйста. Например, une baguette s'il vous plaît, багет, пожалуйста. Обратите внимание, хлеб-багет во французском женского рода. Un kilo de pommes s'il vous plaît, килограмм яблок. 300 грамм de comté, s'il vous plaît. 300 граммов сыра комте. Важно отметить, после указания количества артикль не употребляется. Используется только предлог de. Поэтому мы говорим un kilo de pommes, 300 грамм de comté. Некоторые продукты продаются уже расфасованными. В этом случае мы скажем une boîte de chocolat, s'il vous plaît. Коробку шоколадных конфет. Une bouteille d'huile d'olive, s'il vous plaît. Бутылку оливкового масла. 3 tranches de jambon, s'il vous plaît. 3 ломтика ветчины. Как видите, это довольно простые с точки зрения грамматики фразы. Но именно так чаще всего говорят сами французы. Конечно, можно использовать более сложные конструкции. Например, начать фразу с je voudrais, мне хотелось бы. Или уточнить, имеется ли что-то в продаже. Avez-vous, например, avez-vous des avocats mûrs? Есть ли у вас спелая авокадо? Но, как я уже сказала, можно обойтись и более простой конструкцией. Какую фразу я бы не рекомендовала использовать, это кальку с русского «дайте, пожалуйста», «donnez-moi». По-французски она звучит довольно грубо. После того, как вы уточнили, что вам нужно, продавец может спросить «Et avec ceci?» Что-то еще? «Ce sera tout?» Это все? Можно ответить, попросив что-то еще, или сказав, что это все. C'est tout, merci. Не забываем о спасибо. Вежливые слова для французов – основа любого диалога с незнакомым человеком. Когда ваш заказ будет готов, продавец назовет сумму покупки. Скорее всего, он скажет «ça fait» или «ça fera», например, «ça fait 5,30 €», с вас 5 евро 30 сантимов.
Обратите внимание, слово «сантим» по-французски обычно не произносится, если сумма больше 1 евро. Говорят просто 5,30 €. Сантимы указывают только, если сумма меньше 1 евро. Например, «Ça fait 95 centimes, s'il vous plaît». 95 сантимов. Затем продавец уточнит, как вы хотите оплатить, банковской картой или наличными. Vous payez par carte ou en espèces? И то, и другое – устойчивые выражения. В ответе их можно просто повторить, желательно добавив «пожалуйста», s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît, если вы платите картой, en espèces, s'il vous plaît, если наличными. С недавнего времени чек об оплате банковской картой не является обязательным, но его можно попросить. Обычно продавец спросит «Le ticket? Чек?» Ответить можно «Oui, s'il vous plaît», «Да» или «Non, merci», «Нет, спасибо». В завершении не будет лишним еще раз поблагодарить и попрощаться. Я заметила, что часто в такой ситуации французы не просто говорят «до свидания», а желают приятного дня. То есть разговор стоит завершить фразой «Merci beaucoup, bonne journée». Вариант этой фразы «Bon après-midi», если разговор происходит во второй половине дня. «Bonne soirée», если разговор происходит вечером. «Bon week-end», выходные. Вот такая у нас с вами получилась пошаговая схема. Можете ее скопировать и пользоваться на здоровье. А у меня для вас будет еще и домашнее задание. Это вопрос. Что можно купить в продуктовом магазине, который по-французски называется primeur? Всем, кто досмотрел до конца это видео и правильно ответит на вопрос в комментариях, от меня будет личный лайк. Надеюсь, эта информация оказалась для вас интересной и полезной. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новых роликов. А пока до скорой встречи. À bientôt!